Thank you for welcoming me so kindly. Спасибо за такой теплый прием. It's more than a pleasure. It is an honor to be here. Ну, быть здесь для меня больше, чем удовольствие, для меня это честь. To share what I've had the luck to be able to study. Поделиться с вами тем счастьем того, что я изучал. So, as Alexei shared, I have an unusual background. Как упомянул Алексей, история моя достаточно необычная. The sciences on one hand, с одной стороны ученый, с другой стороны человек, который практикует восточное единоборство. I've also been trained as a dancer. Я также получил, в общем-то, я занимался танцами. So, the material that I'm going to present today to you, Какой материал я сегодня вам представлю? I'm also sharing tomorrow morning with a group of students. Тот же самый материал я представлю завтра группе студентов. But the way we're going to share it will be different because we're us. Но взаимодействие у нас будет разное, потому что мы. About 30 years ago, I was visiting the martial arts studio of a friend of mine. Лет 30 назад я посещал школу восточных единоборств своего друга. And on the wall was a sign. На стене было интересное высказывание. Some things can be taught. Чему-то можно научить. Others must be learned. А другие вещи можно только познать самостоятельно. And I realized that is an important idea. И я тогда осознал, что это очень важное послание. Teaching and learning have to work together. Потому что обучение и познание они работают вместе. And on one hand, there are so many things that I can talk about. Но с другой стороны, я могу говорить о самых разных вещах. But I'd rather not. Но лучше я воздержусь. Instead, I want to generate an adventure with you. Для меня интереснее было бы сгенерировать совместное приключение. An adventure of learning. Приключение познания. So some of you will find this immediately perfect. И некоторые из вас сразу найдут это совершенным. For others, it'll challenge the way you're used to sitting in these chairs. А для других это будет вызов, потому что вы привыкли по-другому сидеть на этих стульях. Now, in one sense, you could say every time we express ourselves. В любом случае можно сказать, что мы выражаем себя. There are two dimensions happening together. И фактически одновременно это происходит в двух измерениях. The most obvious are our words. Самое очевидное это наши слова. Which are 100% important. Понятно? Они на 100% важны, слова. On the other hand, there's what we're saying without our words. И с другой стороны, то, что мы говорим без слов. And this is what I want to focus on. И я хочу сконцентрироваться сегодня именно на этом. If your education was anything like mine, you learned nothing about this. Если ваше образование было таким же, каким было мое, то тогда вы ничего об этом не знаете. So I'm going to share this with you. Итак, я буду делиться с вами, interactively. Естественно, в интерактивном режиме. So on one hand, I'll be teaching communication skills. То есть, с одной стороны, я буду преподавать коммуникационные навыки. On the other hand, I'm going to be teaching you mathematics. А с другой стороны, я буду обучать вас And with my математике. third hand, А своей третьей рукой we're going to be exploring the more psychological dimension. мы будем исследовать более психологическое измерение. So, as much as I would love to be able to tell you what I mean, Сколько бы я ни хотел рассказать вам то, что я имею в виду, I'm going to have to use me to help you discover for yourself. Я буду использовать себя, чтобы помочь вам обнаружить меня.
So, as we might say in a martial art class, are you ready? Как мы говорим перед началом поединка, вы готовы? Okay? Okay. Готовы. So, Итак, first, our subject matter is us, people. итак, предмет. Предмет мы, люди. So we have to begin with what's a person. Начнем с того, а что такое человек, личность, So персона? a simple way is expressed as you are a thinking, feeling, moving being. Итак, можно дать такое определение, что мы мыслящее, двигающееся, thinking, feeling, и чувствующее существо. Standing in the interplay of nature and culture and spirit. Который стоит на перекрестке природы, культуры и духа. In other words, you are complex. Другими словами, мы сложные создания. Beautifully complex. Прекрасно сложные. Okay. So first, Итак, whether teaching or assisting someone in learning, we have to meet. We have to come together. когда мы кого-то обучаем или помогаем кому-то научиться освоить что-нибудь, мы встречаемся. So here is a thought and an image from the founder of Gestalt psychotherapy. Вот, соответственно, рисунок от основателя гештальт-терапии. All contact takes place at the boundary. Все контакты происходят на границе. So, in a sense, in between me and you are boundaries. Другими словами, между мной и вами существуют границы. So, there's many levels and places of interaction that occur. То есть, на самом деле, наше взаимодействие с вами происходит на разных уровнях. And in every moment of meeting, И в любой момент нашей встречи all of you is involved. все вы вовлечены. Whether or not you are aware of it. Осознаете вы это, не осознаете. Even if you think it's just about thinking. Даже если вы думаете, что это исключительно мыслительный процесс. This morning I was doing this in a corporate training. Сегодня утром, кстати, я проводил корпоративный тренинг. So the idea was I never met a head without a body. Другими словами, вы знаете, я никогда еще не встречал голову, которая жила бы отдельно от тела. And I never met a person without a heart. И я никогда не встречал человека, у которого не было бы сердца. So this is how we shall play, okay? Ну вот, я предлагаю такие правила игры. What I'm going to do first is I want to show you my fundamental strategy. Итак, моя фундаментальная стратегия is I want to show you what you may not realize you already know. Я хочу вам показать то, что, возможно, вы не осознаете, но тем не менее уже знаете. But you never had a language for it. Но у вас не было слов для этого. You didn't know how to value it. Вы не знали, как это оценить. Okay, so we're going to explore with very simple, like directionality of communication. То есть мы просто попытаемся поисследовать направлениями коммуникации. So first, I want to show you together something. Итак, я вам что-то просто покажу. And then, even though this room is not really well suited for it, have you do something with each other. И даже несмотря на то, что формат аудитории не идеально приспособлен для того, что я хочу сделать, тем не менее мы друг с другом поработаем. So let me create a situation. А давайте я вам опишу ситуацию, which often happens for us as teachers. Которая, кстати, часто происходит с нами, преподавателями. I observe my students performing. А я наблюдаю, как выступают мои студенты. And it's my job to make an assessment. И я должен их оценить. So I could say, you did that very well. Я могу сказать, вы это сделали очень хорошо. I might say, that was terrible. Или я могу сказать, что ужасно было. So
you have your reactions just from hearing the words. То есть можно реакцию получить, исключительно услышав слова. Now comes the fun. А теперь вот самое интересное. If I said to you, that was very well done. Если я говорю вот так, That это was было very well done. очень хорошо сделано, это было очень хорошо. Usually it's easy to feel like you're judged. Понимаете, человек, который слышит, у него возникает ощущение, что он оценивается. If I said, that was terrible. Если я говорю, это было ужасно. That was terrible. Это было ужасно. You should think about dropping out of school. Вам нужно думать о том, чтобы вообще прекратить здесь обучение. And you're laughing. Sorry? And they're laughing. И они смеются. So, how the message is delivered, on which axis? Каким образом происходит подача сигнала, подача информации, по какой оси? Isn't that interesting? Это интересно? They're the words and how it's delivered. То есть слова и как они доносятся. Now, if I'd said to you, that was terrible, Если бы я вам сказал, это ужасно, you might have, but you're also telling me I have possibilities. но вы также мне говорите о том, что у меня есть возможности. If I said, that was terrible, Если я говорю, это было that ужасно, was terrible, это было I'm ужасно. talking about how it hurts me, Я говорю о том, как мне было больно. not so much judging you. И я в меньшей степени вас оцениваю. Я говорю про себя. And all of us have been trained А нас всех тренировали. with a mini gesture. Вот этот мини-жесты. Several weeks ago, I had a chance to meet Tim Wilson, who was here teaching from England. Я несколько недель назад здесь встречался с Тимом Уилсоном, который приехал из Англии преподавать. Tim can do this just using his face. Тим может сделать вот это, используя только свое лицо. I cannot do it as well as him. Я не могу это сделать так же хорошо, как это делает But I watch он. him start from the top of his face, Он начинает с верхней части своего лица, and that was enough to be the equivalent of that. и это уже эквивалент вот этого жеста рубящего. Now, on one hand, mathematically, we have a verticality. То есть математически у нас есть вертикальная, Is of the essence of hierarchy, то есть это суть иерархии, from top down. сверху вниз. If you had, so if you have any difficulty with top-down authority, Если у вас есть какие-то трудности с передачей власти сверху вниз, this или gesture авторитета, non-verbally brings up all of your history. вот этот жест подсознательно, так сказать, передает всю вашу историю. It's like if I would ever turn to my wife and say, "Darling, I love you." Если бы я когда-нибудь сказал своей жене, I love you. милая, я тебя люблю, So, as teachers, как преподаватели, you purposely using horizontal gestures, вы на самом деле преднамеренно используете горизонтальные жесты. you could get away with so much. Используя это, вы на самом деле можете избежать больших проблем. So, what would be fun for me, Ну, для меня что было бы клево, maybe for you, может для вас тоже. if you could maybe stand up and turn to your partner, Если бы вы встали и повернулись с лицами друг к другу and just with like that was good, и поработали That was в bad. парах, That это was было good. хорошо, это That was было bad. плохо, это So- было хорошо, so you didn't just это было плохо. receive it from me. Просто, пожалуйста, да. just play. Просто немного поиграем в парах. Можно на троих. Да. Да, это было прекрасно. Это было прекрасно. Ой, она просто спала. Спасибо. Смотри, что она делает. Она прикладывает руку к себе в ответ. Ну да. Ты камеру скинь потом. Камеру потом скинь. Кира уже забыла все, что она Это когда? Или Наташа, пожалуйста, скинь
потом информацию с камеры. Нам, Наташа, на компьютер. А вот это вот... А это Это плохо. Когда я тебе сказала вот так вот, ты сразу начала А ты все время, в общем, так стоишь и рубишь угол, да? говорят. I apologize for that you found this interesting. Я приношу прощение, что вы нашли это интересным. Another simple, fun way to play with this. Еще простой и забавный способ с этим поработать. This I'll just show you, but later you'll experiment with it too. Я покажу, и потом мы поэкспериментируем. If I say just da and нет, С да и нет. da, Да. da, Да. da, 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 нет, 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 нет. So, the nonverbal is really fascinatingly important. То есть невербальная часть восхитительно важна. Now, the martial artist side of me Часть воина, владеющего боевыми искусствами, который живет во мне. So whenever you want either to tell or to help anyone learn something new, То есть, когда вы хотите научить или помочь кому-то освоить что-то новое, you could say that the bureaucracy of their nervous system вы можете, так сказать, увидеть бюрократию нервной системы этого человека. will defend itself. И эта against it. бюрократия будет защищать себя. Bureaucracy's job is to maintain things the way they have been. В чем задача бюрократии? Не допускать изменений, сохранять то положение дел, которое существовало до настоящего момента. We could say that human beings invented bureaucracies because that's the way we work. Можно сказать, что люди изобрели бюрократию, потому что мы именно работаем в своем теле как бюрократы. Now, as a martial artist, so just to multiply it, I have master certificates in Japanese arts and Chinese arts. Ну, как боец восточных единоборств, я на самом деле практиковал и японские школы, и китайские школы. And the interesting thing, И интересно, что для меня, almost every martial art master recommends do not fight stupidly. фактически каждый мастер боевых искусств говорит одно: не бейся по-дурацки. Don't waste your energy on stupid fights. Не трать энергию на глупые драки. No matter how much you want a student to understand something new, Неважно, как сильно вы хотите, чтобы студент понял, осознал что-то новое. even no matter how much they may want to learn it, И даже неважно, насколько сильно их желание освоить это, the bureaucracy of their nervous system does not care. бюрократия их нервной системы, в общем-то, ей наплевать на это. So, sophisticated martial artists То есть продвинутые бойцы боевых искусств, why attack somebody where they're defended? say it again? Why it's like a sophisticated martial artist will not waste their energy attacking somebody where they are very defended. Where they are very Very defended. strongly defended with the person. Окей. Ну, опытный боец никогда не будет нападать, когда у него хорошая защита. It would make more sense to attack somebody where they have an open door. Имеет смысл нападать, когда открыта дверь для нападения. So, if I'm trying to communicate something to you, Если я пытаюсь что-то до вас донести, and I just begin a vertical downward gesture, и я начинаю с такого вертикального жеста сверху вниз, your nervous system begins to immediately go, I am under attack.
Ваша нервная система понимает, ага, меня атакуют. So now I have to beat it into the person. И тогда мне приходится это вбивать в человека. So has the person received the learning or have they submitted to the learning? То есть вопрос, человек получает знание, да, или это знание ему наносится? So when you leave, I'm sure when you leave here, you're going to start becoming aware of. Ну, я уверен, когда вы выйдете отсюда, вы уже начнете осознавать свои жесты. And be kind to yourself. Don't judge yourself this way. И будьте добры сами к себе, не судите себя вот таким вот образом. But just begin exploring. Но начните исследовать. Also, when I go this way, Опять же, когда я иду вот туда, it's as though I'm saying, hello, это how как are будто бы you? я говорю, привет, как дела? Let's have a conversation. Давай поговорим, братан. Как дела? It opens doors. Это открывает, этот жест открывает двери. If I go towards you like, right, А если я вот так вот иду к вам, as soon as, if you could have seen them, нужно было и видеть их лица сразу. we don't learn well when we're afraid. Понимаете, мы не очень-то обучабельны, когда мы боимся. So this is one way we can begin looking. Вот это один из способов, да, как мы можем начать что-то видеть. And it doesn't mean there are not the perfect times to go like this. Это не означает того, что нет ситуации, когда нужно вот именно вот так вот. This gesture is very important, Вот этот жест, он очень важен. but it should be used at the right time. Но нужно его использовать в правильное время. Interesting? Интересно? So, any thoughts about this? What Какие у вас есть мысли на did этот you счет? discover about this? Что вы обнаружили в этом? This is to protect me from being a teacher who is telling versus someone who is interacting. Ну, вы же понимаете, что я не такой учитель, который вот наносит знания, вот, а такой, который взаимодействует. And in case you're worried, I mean, I'm already making a fool of myself, so you should have no problem. Ну и в любом случае, я уже себя выставил дураком, так что проблем у вас не будет. It's part of my job as a teacher and to help learning to use myself in the service of our mission of learning. Это часть моей работы, использовать себя как инструмент вот, вашего And if познания. necessary, I can go, please. Если хотите, я на колени встану и скажу, пожалуйста. So, Итак, thank you. пожалуйста. Спасибо. Ну, мы вот с нашей учебной группой только что выяснили, что один из преподавателей, с которым немного студентов достаточно напряженные отношения, и которого трудно воспринимать, действительно использует именно вот эти вот жесты. Yeah, it just occurred to us, the students of a particular, group. We discovered, we agreed that we have a certain instructor, a certain professor, who many students have tense relationships with, and it turns out that he is using a lot this vertical downward gesture. Yeah. И нам стало понятно причины. And now we see the reasons. Yeah. Yes. Да. And in the long run, if you know that the teacher is that way, if you know that that's how you're going to receive the energy of communication, you can prepare yourself. Ну и что важно тоже, так как людей особенно не изменишь, да, вот знаешь, что есть люди, которые будут вот только вот так вот, да, то можно заранее к этому подготовиться. How? We'll talk about that a little bit later. Чуть Okay? попозже мы об этом I will поговорим. try to share something for you. Я попытаюсь с вами чем-то поделиться. Thank you very much. I will speak Russian. Please. Я практиковал тайчи одно время, и мне действительно нравится вот эта смесь идей нейробиологии и учения про энергию китайцев. Right. I've been practicing Tai Chi for a certain time, and I really enjoy the mixture of,
biological and neurobiological things and the things about Chinese philosophy about Qi energy, yeah? Well, and ладно, по-русски. Да, медицина, ну, я согласен с этой идеей. Мне нравится, что когда у нас хорошие помыслы, мы действуем определенным жестом. Соответственно, когда right, I agree. When we have good thoughts translate themselves in certain gestures. И поэтому, когда я хочу сказать что-то хорошее и произношу неорганичный жест, да, делаю его, мне самому плохо от того, как я его делаю. Если я хочу сказать что-то хорошее. Right. And if I want to say something good, I feel good making a good gesture. But if I make a bad gesture, saying something good, I feel bad. So that's a kind of interesting So thing. Yeah.